Всем привет, начинаем стрим. Итак, остановились мы на том, что скиллы надо делать, но разомнемся на другом мы. Есть идея мне посоздавать вот эти вот все истории с... В общем, все эти истории создавать некоторые... Так, сообщение дойдет. Шипчат. Или подключаем шипчат. Здорово, здорово. Channel. Так, трак с channel. Так вот. Все. Вроде правильно. О, привет. Вот сработал. На спам-гидру. Так, в общем... у нас есть два стула. Либо мы вот эти батоны добавляем в массив и храним в массиве их, и потом перебираем. Либо мы их трогаем через этот. Через перебор. Хотелось, конечно, метод написать. Но на первом C, на втором C. По-любому. Это как там в видосе было по поводу C++. Вы что, забыли, кто вам в будку свет провел? Это, мол, C++ обращается к остальным. Так, батон-характер. Либо мы вот этих батонов добавляем в массив где-то на каком-нибудь native констракте здесь, то есть после всех этих, и потом просто по этому массиву бегаем циклом. Либо мы horizontal box, который у нас там есть, мы его перебираем. То есть берем все его чайлдов, кастуем на вот этот UV button, а потом добавляем их временный этот массив, идем там по чайлдам всем с помощью рекурсии и метод создаем метод шаблонный, который принимает класс, вот этот UV button, который принимает в себя horizontal box, который принимает в себя array вот этот. Мы его вызываем и получаем в этом array, потом опять его перебирать. То есть тоже некрасивая история. Но зато при добавлении нового батона нам не надо будет добавлять его в массиве. Поэтому, скорее всего, мы сделаем так. Я сегодня не мог заснуть. Это плохо. Почему? Horizontal. Horizontal box, header, horizontal box, header, horizontal box. Потому что не мог заснуть. Круто. Что там за код был? Пропустил. Horizontal box. Вот код только сейчас отобразился. Привет, Дракл. Привет. Так. Ага, у нас уже тут есть один шаблонный темплейт. Я пришел тебя спасти от спам-гидры, достаю банхаммер.
Нет! Помидра. Так, void. Find. Как там find? All widgets of class. Вот так вот. Это я подсматриваю. Тут я с этим общался по этому поводу как раз. Нейминги. Нет. Дат. У вас там бой идет с памгидрой. TRA. Widget класс. Указатель. Рука. Как-то out widgets. Out widgets. Хорошо. Есть. Это мы создали наш Finder. Мы с ручками все это запишем. Диктовку, так сказать. Хорошо. If Не бань меня. parent return. Не спамь. И не будут тебя банить. Что у нас должно быть? У нас должно быть if. У меня только что Виджет. я написал сообщение, но не отправилось. Я думал, меня забанили. Страшно, да? Виджет класс виджет. Равен каст. Дендеракл никого не банил, кроме спам-гидры. Каст parent. А есть такая команда. Восклицательный знак Вот. старше. Ты можешь по ссылке в описании, там есть команды чата, там посмотреть out widgets .add widget. Нету. Вот. Нету, ну ладно. Абрух где был? Абруха не было, а что было? Без звука что-то, а чё, звука не было? Звука не было, или это мне не слышно было его? Так, это то, что мы нашли, правильно? Почему мы сразу его передаем? Зачем ты съел брух? Брух? Я не съел брух. А что было за набрух? Что вообще было? Я видел, что камера дернулась. Там вообще ничего не было. Так. If you panel widget panel. Просто изображение Светки пропало на секунду. Ну, сломалось. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вот это добавить, оно уже есть. Так. Panel equal cast. Cast you panel widget. Parent. Передаем for. Так, for int get children count. Он здесь делает для каждого из них. Get child. Непонятно, почему он мне предложил именно так сделать, если можно было через for each. То есть из панела, вот этого panel, достать get all children uWidget и их перебрать. uWidget. Ой, равен, пишу, молодец. И потом мы вызываем find all widgets of class, widget class. Передаем туда parent.
Передаем out. Только мы не apparent передаем, мы передаем виджет. Этот виджет мы передаем, с которым мы работаем. И таким образом мы переберем всю иерархию нашу. Вот так. Непонятно, почему он мне посоветовал здесь именно через этот children count он взял и через и его, короче, подставлял, туда передавал. Get child add, вот эту вот фигню делал. Сейчас Непонятно. я посмотрю команды и вернусь. Давай. Там их много. Часть уже могла отвалиться, правда. Так, оки-доки. Мы эту штуку создали. Зачем она нам нужна? А нужна она нам вот по этой причине, что когда мы клацаем button play use, нам нужно перебрать, найти все эти виджеты. И участие их засунуть. В общем, у всех у них отключить этот, как его? Hide current widget, hide current widget. Я так подумал, а мы можем в hide и create selection widget добавить как раз таки, потому что button мы передаем. Button у нас, правда... Знаешь мод 7 лес чё об для Елды? Не, я вообще никакие моды не знаю, что гонишь. Еще моды знать. Не все запомнил. Не все запомнил. А чё, в 2 вкладки не судьба? Такой же мод для баннер-лорда в активной разработке. У меня над домом ракета летит. Ну это беда. Мод баннер-лорда... Мне ни о чем, короче, не говорит. Ну, баннер-лорд я понял, а вот Sample Coop. Так. Нам надо именно батон. Здесь батон не указывается. Мы сюда батон передаем и получаем его назад. То есть надо еще метод написать отдельный, который будет... В реке попал тест ПВП в песочнице. Тест ПВП в песочнице. Круто. Я до сих пор не понимаю, что за моб. Ну, он просто кооп добавляет или что? Как же громко. Давай его сделаем тише. Ага, сделаешь тут тише. Ага, сделаешь нормально. Сейчас все дэнсы немножко сделаем потише. Один игрок заходит в свой мир, второй игрок к нему коннектится, и они на одной карте играют. До этого 2 игрока в одной битве не могли участвовать. Но это круто. Это круто. Я знаю, был один мод. Вот интересно, он развивался или нет, который совмещал 2 игры. Это Crusader Kings 3 и Bannerlord. То есть в Crusader Kings ты когда начинаешь битву, то есть у тебя встречаются 2 армии, он брал вот эти армии и запускал этот Bannerlord 2.
Но он там криво работал, он армии путал, тебя заставлял играть за противника, когда я его запускал. Он там через пень-колоду ставился, работал очень криво. Но вот если бы эту идею добить, это вообще был бы такой секс, это просто, ну... Он для меня вот это вот, да, круче, чем просто вдвоем на одной битве. Хотя PvP-шится, может быть. Хотя не, PvP отстой. Короче, такая история. Звучит как бред. Что именно? Crusader Kings и Bannerlord или что? Как бред? Самая имба. Ты направляешь свою армию и потом участвуешь в битве, ну если хочешь. А не она там сама рассчитывает, чё? Так, почему Майнкрафт бред? Это не бред, это моя жизнь. Да. Майнкрафт. Майнкрафт это моя жизнь, Майнкрафт. А чё там насчет, кстати, Хайтела? Сдулся, все? Так, как бы назвать? Подожду, пока сестренка подрастет, и пойду с ней в коопе захватывать замки. Да давай сейчас, что ты? Зачем ждать? Хайтейл в бета-тесте ужин. Не, ну то, что он бета-тест, все дела, но как бы что-то хайп по нему спал. Все. Прошла любовь, завяли помидоры. Hide current button. Deactivate. Activate. Activate current button. Activate current button. Я вот так вот сделаю. Activate. Current button. То есть он будет активировать, а те будет деактивировать. И принимает он в себя UV-батон. Current вот батон. Свой Майнкрафт он порвет. Ничего. Ничего не порвет или как? Это все из-за твоего компьютера. Ибо он будет рассчитан на узкую аудиторию. Так, Activate current button. Что он делает? Он создает T-Array, UV-батон. UV-батон. Показатели. Button. Buttons. Buttons. Find all widgets of class UV button. Button horizontal header. Header horizontal box. Buttons. Buttons мы передали, все. А что касается теперь... Теперь чего касается... Он должен будет у них, то есть for сделать UV батон. Батон. А что такое батон? Подожди, еще за скобочки. Сейчас заметил. Обсуждаем. Ты слушаешь Агату Кристи? Не. А должен? На всякий случай проверим. If батон. Хотя мы там проверяем по факту. Мы-то здесь проверяем, правильно? Если здесь true, то он
Должен, все, тогда буду обязательно батон. Get, не get, а нам нужно сделать то же самое, что мы делали вот здесь в set selected mode, be selected. Давай сделаем его. Тоже в родителя надо будет перенести UV батон. Здесь в паблике set selected mode и добавим ему тот же самый border. Button текст, public read write. Это не то. Your property. Your border. Что такое? Все? Все сломал. Он его скопировал, молодец. Ага. Так, окей-доки. И мы берем бордер. Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу, и я сказал: успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе как на войне как на тебе, но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой, окончен бой, зачах огонь и не осталось ничего, а мы живем, а нам с тобой повезло назло. Боль это боль, как ее ты не назови, это страх, там где страх, места нет любви, я сказал: успокойся и рот закрой, вот и все, до свидания, черт с тобой. Это от Агаты Кристи. Круто. Круто. Так, это я закрою. Set selected mode у нас добавился метод в батоны. Мы возвращаемся сюда. Ставим false. Ставим false. А для current set selected mode мы ставим true. Вот так. Можно, конечно, записать это все в память сразу, то есть сделать это в начале, надо идти в констракте, вызвать метод, он всех их соберет и запишет, и мы с ними будем работать. Также можно сделать через этот. Также можно и самому было внести, но самому вносить постоянно не очень. Но, блин, это все в главном меню происходит. У нас там ресурсов хоть одним местом жевать можно. Плюс это не то, чтобы и напряжный метод получится. Там немного ему заходов делать. Немного пробежек. Но зато мы и динамически можем менять, и можем и не менять. В общем... Все как мы хотим. Все как нам надо и как нам не надо.
Так, F7. Сейчас заходим, и у нас все должно работать. То есть все наши батоны должны будут активировать нашу бурдер. Так, failed. Где failed? Так, on be cast linked. Так, uPanel widget. Widget класс. Ой, какой я молодец, смотри. Ох, какой молодец. Сделай. Агата Кристи, там будет эта песня. Нет. Find all widgets of class. Ты не должен так поступать, я твой самый большой фанат. Да, походу, да. Что столько аккаунтов создать, чтобы была возможность писать, это, конечно, это уровень. Это высокий уровень. Это прям... Но он нам не даст запустить его. Потому что что правильно? Потому что вот здесь у нас отсутствует header horizontal box. Это вот этот. Header horizontal box compile. А также у батонов на самом деле вот этих у них... я осуждаю, я мету забыл написать там. Мета bind widget. Так ты разбанил у АРБ. Я не знаю, что это за... Я не помню такие аккаунты у тебя. Плюс, как разбанивать? Вот как мне разбанить? Что мне здесь делать? Вот как тебя разбанить? Это мой первый аккаунт. Ну и как мне его разбанить? Его и чё? Возьми разбан. Молодец. Разбани, говорит. Слэш, допустим, хорошо, слэш unban. Он есть бан, есть. Хочешь бан пропишу? Unmod unban user. Ну давай unban, и я юзера прописываю. И чё? Ну я что-то написал, посмотрим. Разбанилось, не разбанилось. Так. Я прописал, ну допустим, и что? Сейчас зайду. Давай, только я не уверен, что это помогло. Так, вот, он ругается. Это то, что нам надо. Единственный минус — это то, что нужно будет overlap overlay и в него добавлять border. Вот это вот, конечно, минус. Так, батон тоже растянись. Но с паддингами небольшими. Давай по 2
по 2 пикселя везде отступи. Не разбанил. Не разбанил? Ну все тогда. Все. Visible. А visible он потому что текст белый, что ли? Или почему? Ну да, потому что текст белый. Давай сделаем его черным. Я понимал, что он вообще все правильно работает. Блин, он будет так драконить. Подожди, а я на Native Construct еще поставил... Native Pre-Construct? На Native Pre-Construct поставил эту штуку. Не, осуждаю. На Native Construct надо. Он меня задрочит иначе. Так. Visible, хорошо. Единственный момент, то что можно как-то сделать, чтобы он его перекрывал. Он-то сам по себе Чё, невидимый. Ожидаешь спама? Да. Так, там как-то можно сделать, что не видно было. Клиппинг, по-моему, клип. Или это не оно? Это не оно. Дело в том, что он очень некрасиво поступит. А можно его в батон поместить, правильно? А в этот уже этот поместить. Но он тогда тоже будет некрасивый. Хорошо. Мы сделаем, значит, иначе. Мы человеки простые. Я когда-то буду делать стримы, если туда придешь, я тебя забаню. Хорошо. Договорились. Так. Draw as border. Rounded box. Даже по 2 пикселя. Корнер нет. Подожди, единичка. Он как мразь будет выглядеть, правильно? Петушиный крик. О. О, Запишите. запишите его, чтобы слышно было. Записали? Так, единственное, что мне надо у батона тогда убрать паддинги, а вот этому товарищу тоже убрать паддинги на всякий. Не знаю, что там у тебя за бобер. Fixed радиус я этот... Даже 5. Так, попробуем. Так, блин, это весь бордер, надо скопировать его теперь и по всем этим пройтись. Не то, чтобы их тут много, но тем не менее. Оверлей надо тоже брать еще. Так, wrap with overlay. Сюда вставить бордер. Сюда его засандалить. Растянули. Только в этом случае все-таки паддинги 2 пикселя надо сделать. Бордер все-таки, так как этот квадратный,
Ему здесь по нулям. Чё-то я тут засиделся уже 30 минут, сижу, пока я позже приду или не приду. Окей, давай, давай. Пока-пока. Пока-пока. Так. Спам-гидра. Два крита было и один мисс. Так, мы нажимаем на характера. У нас ничего не меняется. Нажимаем на play, у нас ничего не меняется. А знаете почему? Потому что я методы сам. Ты спам-гидра. Потому что я-то их не вызываю. Да я-то создал метод, а вызывать-то я его не вызываю. Гениально, правда? Ботан. Ботан характер. Ботан play. Ботан play. Вот теперь у нас все должно быть окей. Давайте лайфкодинг. Спам-гидра. Вот, уже совсем другая история. Все работает. Все четко работает. Единственное, что там текст поменял мне, засранец. Оп, 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 оп. Красота, я думаю, красота. Я. Пошел отсюда, пошел отсюда. Пам. Evasion вкачиваем. Еще надо отображение статов. Мы нажали и, допустим, у нас тут статы как-то вылетают. Показывать, чтобы мы поняли, что к чему. Так, перезапускаем. Сейчас коммитим это все. Идем думать над скиллами. Идем думать над скиллами. А может быть и вот это, кстати, перенесем. Set selected mod в entry base перенесем. Selected mod, он берет border, set visibility делает. А border туда перенаходит. Перенесем сейчас. Давайте. Так, border мы переносим в родителя. Сюда. Border перенесли. Character entry, вот он. Border отсюда убрали. Это забрали, сюда добавили. Так, забрали. А как теперь плюсовый файл открыть? Молодец. Treebase. Вообще пустой. А теперь хоть не пустой. Баттон, а бордера нету. Так, вроде есть. Failed, ну да, он же не того класса. Класс-то я не поменял.
Есть контакт. Так. Что мы сделали там? Final Fix. Так, все, полетел, красавчик. Есть такая история. Сейчас запускаем там бордеры, добавляем в одном месте. И начинаем думать. Начинаем думать. Ой, батон бордер. Тири-тири-тири-тири. Так, дай подумать. Нам надо, чтобы он немножко был больше, правильно? То есть оверлей вот этот мы снизим на 10. На 10 снизим. А вот это мы наоборот 2 добавим. Везде. 2 добавили. Паддинги нулевые, внутрянка, а тут у нас зеленый. Конечно, правильнее было бы делать одинаковый зеленый, но будет у нас разный зеленый. Почему? Потому что сейчас это не столь важно. Так, все, есть контакт. Единственное, что он этот бордер, который я сейчас закрыл, он его не скрывает там, поэтому я бы его скрыл здесь. Hidden. Или все же я бы открыл entry base. Я приписал native construct. Right. Вот так, хорошо, все это закрыть. Закрыть. А это пока не закрывать. Итак, мы добавляем кнопочку добавляем. Вот сюда мы добавляем кнопочку. Блин, можно как-то... Это over текст. А он здесь берет его, да? То есть тут прям надо, чтобы он был определенного цвета. Хорошо. Outline этот. Так. Это не тот, подожди. Стой. Не понял, что? Так, base color, вот они, base... Что? А кто тебя сделал этим прям темным? Что ты темный такой? Shadow color, это не тот, у него 0 opacity. Подожди, а кто? А где? А, вот, черный, я что-то не заметил его.
Давай ты будешь каким-то таким. Я сделал. Ты сделал. Я знал, что я знал изначально, это просто не подавал. Давай вот так. Здесь сделаем вот line 1. Изменим на черный. Посмотрим, что там получилось. Вот, ну уже чуть получше. Хорошо. Единственное, что еще можно сделать, это отсоединить его по краям. То есть слева где-то 10 пикселей ему дать отступить, может даже 16. И справа 16 пикселей ему дать. Вот, это уже совсем другая история. Он его не снимает. Дело в том, что ты понял, да? Когда мы нажмем еще раз. Ну, здесь логично, а тут нелогично. Значит, вернуться надо. Доделать, чтобы было все логично. Set selected mode. А никак это надо дописывать, то есть тут никак ты не намудришь. Тут вообще никак не намудрить. Намудрить можно. Потому что height работает через этот. Create selection widget. А он у нас в помойку тупо идет сразу. Так как он после запускается, можно намудрить. Можно намудрить. А видишь, он сюда true ставит. Well. Сейчас дай подумать. Надо еще один параметр, чтобы он принимал сюда. Надо еще один параметр какой-то. Deactivate. Set active mode. Тогда вот так он будет называться. Set active mode. Mode current button. Set active ball. Active. Active. И вот сюда вот be active мы передаем. Be active. А надо нам это по одной простой причине. Вот здесь мы проверим один маленький нюанс. Когда мы делаем hide, мы у всех виджетов Island это вообще ничего не даст. Подожди. Slide visibility, get visibility. А если visibility такой, то он делает ему visible. Если нет, то этот...
Дай подумать. Ну, вообще, по-хорошему, вот этот товарищ должен нам hide current be hide current bull вернуть нам какой-нибудь bull. Ну, то есть скрыл он или не скрыл его. Bull be hide equal false. И вот тут начинается самое интересное, что be hide equal, и он это будет делать постоянно для каждого. Slate visible. Давай collapsed. Collapsed. Если он collapsed, если он сейчас collapsed равен, то он его спрятал. Правильно? True. Значит false. И return be hide. Be hide. Ой, кто запятую мне удалил по-любому. Это сделал так, bull. Вот такая вот небольшая штучка. Дрючка. Но он по последнему будет. Но так как он всем назначает, это будет работать. Так, failed. Где failed? Function must return a value. Ага. Угу. И получается, он сюда отправит его либо true, либо это. Если, то есть он скрыт, hide. True отправить, set selected, то наоборот надо. То наоборот надо. Если он их скрыл все. Я молодец. Нет, здесь-то как раз-таки все отлично. Вот так вот. Это вот здесь нужно развороты делать. А потом вот таких вот методов у нас накопится, и мы сделаем один метод, который будет принимать всю эту пачку данных, и здесь вызываться сразу. Еще сэкономим кучу строк. Представляете? Так. Там по 2 класса-то принимает. Так не получится тут. Нет, подожди, класс у нас принимается в этом. Stacktive mode current button. UV button, да. Так, еще раз смотрим. Работает, нет. Да, все работает, отлично.
все работает. Но здесь, потому что он не снимает его. Хорошо, это мы сделали, это мы молодцы. Теперь думаем над скиллами. Первое, то, что появится. Вот это вот. Давайте создадим виджет. Давайте создадим виджет skills. Будет blueprint. Нет. Вначале по почку. Skills. Skills. V-character selection. Это V-skill selection будет. Но вначале мы просто от user виджета наследуемся. Так, чисто, чтобы наброски сделать и понять, что и как. VBP. Skills. Selection. Skill selection. Так, ну canvas сразу полетело. Дальше. Дальше. Дальше я, наверное, хочу horizontal box. Или сразу без canvas. Нам canvas здесь не нужен. Мы зафигачим vertical. Что там было? List view. Title view, 3 view. Мы за... Кстати, подожди. 3 view. Стайлы. Custom styles. Ничего мне не нравится он. Vertical. Vertical box мы зафигачим. В него мы зафигачим horizontal box. Horizontal box. Это наша шапка. Дело в том, что там будет находиться этот. И в horizontal box еще и scroll box. Scroll box мы зафигачим. Он будет у нас... А где у него? Вот vertical, horizontal. Scroll bar visibility hidden. Он будет туда-сюда вот это вот ходить влево-вправо, если мы сильно много туда добавим. Мало ли когда-нибудь, поэтому пусть будет заранее, так сказать. Добавили scroll box и horizontal box. У нас есть... Что у нас есть? У нас есть теперь... Это header. Здесь батоны, вот эти вот V-батоны, которые мы потом создадим для скиллов. Они используются. А можно и сейчас, в принципе. Скилл батон. Или его сразу надо было в этот оттащить, в батоны именно. Давай в батоны тебя оттащим. Я твою душу любил. Так, хорошо. Скилл есть. И сюда его добавим. VBP. Скилл батон.
Сюда вот добавим скилл батон. По факту они должны быть, что там, скилл 1, 2, 3 названы в эти, они же для всех должны подходить, правильно? Правильно. То есть скилл батон 1, скилл батон 2 и так далее. Скилл батон 1. 0.1 сделаем. Скилл батон 0.2 и 0.3 пока что сделаем. Их 3 штучки. и 0.3, окей. Только скроллбокс, пожалуйста. Угу. Есть контакт. И что? Мы выделяем всю эту пачку. И даем слева им отступы 6 и справа 6. А то и больше. 8. 8, 8. Окей, есть. Skills 1. Skills 2. Skills 3. Все есть. Па-пара-па-па-па-па. Угу. Потом в Vertical Box должно входить наш виджет, который мы сейчас будем создавать. Там, где наши все скиллы эти находятся. А внизу еще один виджет находиться, да, должен будет. С тем, что мы ставим туда. И вот он должен будет перемещать их драг-н-дропом. Драг-н-дропом перемещать. Виджеты все эти, да, который центральный виджет, тут будет под скиллами, когда мы нажимаем на скилл 1, он должен нам ветку скиллов первых, там, одних скиллов открыть. Когда мы нажимаем на скилл 2, второе дерево открыть. И так далее и тому подобие. И, соответственно, все должно быть оки-доки, но ну, а нижняя это просто боксы. Ну, тоже это виджет отдельный создать надо. Боксы, которые применяются. Ну, то есть, когда дроп туда происходит. Ну, и драг тоже происходит, когда это должно срабатывать. Он должен просто в game instance запись сделать. По факту не только в game instance, вообще в сейф. Там должно полететь эта вся история. И он в сейф должен отправить инфу о том, что у нас на единичке, допустим, там появился скилл Fireball. А когда мы убрали его, чтобы убрал с единички этот Fireball бот.
Или там датасы должно быть. Давайте по порядку идти. Давайте, чтобы вот этот вообще создадим большой виджет. А прежде чем его создавать, нам надо вот сюда дублировать этого покемона. Button skill. Skills. Угу. Давай мы тебя наградим паддингами. Десятка. Ой, 18 я поставил, подожди. 10. Вот. Skills. Верни на место. Character skills, да? У нас мы кликаем, он должен нам создать здесь ту же самую историю. И вот, кстати, за счет того, что он не делает ничему visible, у нас не срабатывает выборка вот это вот. Skills. Хорошо. Значит, на вот этот вот батон, button skills, button skills, мы должны сделать вот эту штуку. Skills on button use add new object this UV character loadout button skills use. Угу. Ого. Так, и что у нас происходит? Правильно, у нас происходит следующее. Вот это у нас происходит. Уже можно в один метод совать. То есть сколько он будет принимать? Ему вот это принимать не надо будет, он там внутри это сделает. Ему надо будет принять 1, 2, 3. И 4 это сам класс. 4 параметра передаем, вызываем один метод и все. Это потом сделаем. Еще одна добавится потом. Как раз будет хорошо. Так, hide current button character. Такого не существует. Мы должны создать его. UV skill. Skills selection. Button skills widget. Skills widget. Так. Его не существует. Мы сейчас будем его создавать. Класс этот новый. Selection. Где мои? Widget selection base. Next. Skills selection. Widgets, выбор папки. Create class.
Так, ну сегодня, кстати, очень много классов будем создавать. Датасты еще надо будет для скиллов создавать. Ибо там датасты должны будут храниться в этих виджетах по факту. Так, релотл. Жух. Красавчик. Так, main game мод. Мы закроем, он нам сейчас не понадобится. Вот entry, скорее всего, нам сейчас понадобится. Так, skill selection. Идем в... Skill selection. Button skills widget. Button character. Button skill. Skills. Skills. Skill Selection Class. Также его надо подключить. Skill Selection. И класс. Skill Selection Class. Хорошо, создали. Вот это вот нужно исправить. Skills. Так. Skills Selection Class. Вроде бы все окей должно быть. Я не знаю, что он подчеркивает. Create widget matches argument list argument types. T object pointer UV skills T subclass. Character selection. Что за character selection? Осуждаем. Так. Вот, теперь ему полегчало. Не, ему не полегчало. А чему не полегчало? А ты-то каким боком сюда? Слушай, он мне либо удаляет куски кода, то есть эти вот, и поэтому он ругается потом, либо я не знаю, что с ним не так. Потому что я-то не... Ну, только что работал, а мы-то не лазили туда. А он взял и этой фигней страдает. Что-то приколы. Осуждаем. Осуждаем такие удаления. Привет, а Сивра будешь делать потом? Сейвом, конечно, буду. Естественно. Естественно, буду. Так, мы кликаем, и они тут свои приколы создают. Единственное, что методы, конечно, придется ему... Ему придется методы свои... Методы ему придется свои повторить. Тут вот эти вот с хайдом в skill selection. Hide current widget. Точнее, не, ну да, и current widget, и active mode current button. Вот этот. Сделать, потому что
Потому. Общий класс ты им никак не дашь. Множественное наследование отсутствует. Это только если какие-то левые истории делать. Не, хотя можно общий класс дать. И дать этот метод. Потому что характер loadout, он-то от user виджета наследуется, отнаследовать его. А level selection, selection base, точнее, отнаследовать от того. Но что-то какая-то шляпа получится. Я с Гассивами намучился, все, что в голову приходило, это только сохранять список эффектов и выдавать его заново при загрузке. Так это так и есть. Тебе буквально надо, если у тебя эффекты какие-то применяются, ну, тебе надо сохранить, допустим, там бафы, вот ты давал бафы, это ты эффект применял. И у тебя есть вот эта пачка эффектов, которые ты применил. Все, что тебе нужно, это действительно получить этот класс, сохранить его, ну, записать его, сохранить все вот эти вот классы, и потом просто-напросто при begin play пробежаться по всему этому массиву и заново их применить, все. Буквально так и сделать надо. Мы запишем еще разочек, ничего страшного. Так, хорошо, selection. Для начала, чего у нас тут? Вот этот scrollbox перебрать. Scrollbox skills. Scrollbox scrollbox skills. Skills scrollbox. Будет так, чтобы для чайлдов, чтобы эти все у нас были. Была возможность к ним обращаться. Use scroll box. Тутуру, приветствую. Scrollbox. Угу. Так. А сами батоны нам все равно надо, да? Здесь прописывать. Не обязательно, конечно, если бы они возвращали нам свои классы, которые мы туда укажем, мы бы указывали их там. Но это надо будет батон немножко модернизировать, то есть, чтобы там был класс. Просто в чем проблема? Проблема заключается в том, что не у всех классов будет... Он же должен от класса еще меняться. Дело в том, что... То есть вот эти вот все скиллы, вся эта пачка, она должна быть от класса. То есть вот эти вот батоны, по факту, они должны будут динамически создаваться. А если они создаются динамически, значит нам по-любому надо их менять. И он должен будет их заполнять. То есть вот эти батоны, они должны быть в качестве... С днем шпинатной булочки. Привет. Сегодня разве немножко не другой день, нет? Skills.
Skills. И это в датасете должно быть именно персонажа, то есть вся его ветка. В софте вся эта информация должна храниться, потому что она в самой игре нам не нужна. Сегодня пора платить за квартиру. Да. Skills. Я вот думаю, как мы будем его хранить там. Что у нас там должно быть? У нас должна быть ветка. Но это можно в датасете хранить датасет в софте. Как бы все очень легко и просто. И там будет ветка. Ну, вот эта вот пачка. Вся в каком виде? Массив датастов, тогда можно и там массив сразу датастов хранить. Тогда массив все в софте получится. Каждый скиллс это еще один датаст, который хранит в себе. Ну, там и виджеты по факту должны быть. Класса виджетов вот этих там должны быть, потому что они-то как раз таки и содержат, ну там классы виджетов, короче, должны быть. То есть мы нажали skills. Дело в том, что когда мы нажали skills, мы должны обратиться к нашему game instance, потому что сейчас у нас в game instance записан выбранный нами персонаж. Skills. Выбранный нами персонаж skills. И начать заполнять его. То есть взять, зайти туда по этому софту, загрузить его. В основном потоке, в главном меню ничего страшного не произойдет, там ничего сложного. Можно и не в основном потоке загрузить, это тоже не столь важно. Он его загружает, и там находится, допустим, у него там 2-3 скилла, 4 скилла. Он их вжух воссоздал здесь. И каждому засунул его туда, на инициализацию. Он засунул класс... И в каждом нем же класс находится именно виджета, который вот этот открывает внизу здесь. Будет открывать при нажатии нашего древа талантов. А мы в свою очередь берем и подписываемся на делегат вот этот button use. Он button use. Только он дело в том, что нифига не возвращает тот button use. А нам надо, чтобы он возвращал, поэтому... Чё? Поэтому мы отнаследоваться-то отнаследуемся. Button use. Блин, было бы, конечно, лучше, если бы все-таки он что возвращал. Хотя бы this. Хотя бы this какой-нибудь.
переделать, чтобы он возвращал ZIS, а потом мы уже взяли просто и достали эту информацию из этого ZIS. То есть кто именно триггернул его. Просто думаю, как бы новый класс не создавать, я не очень хочу новый баттон создавать и плодить этот... Как их? Вы поняли. Делегаты плодить. Просто он может ZIS возвращать действительно. И мы с этим ZIS уже можем делать, что мы хотим. В этом месяце начал платить. Переплата кончилась. Блин, а если он будет ZIS возвращать? Нам все равно класс создавать. Нам-то надо записать где-то эту всю инфу. Это прям пересчитали. Переплата кончилась. Класс нам все равно создавать. Должен инфу хранить. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно нам класс создавать. Мы можем, знаете, что сделать? Когда мы его создаем, можем записать в темап информацию о том, кто это, что это. Ну, указатель это ключ, а значением будет как раз таки вот этот класс, который с датаста, то есть мы сопоставим. И когда нам придет делегат с ZIS, мы просто-напросто пойдем в темап и достанем то, что нам надо. И нам не надо никакой класс создавать, нам не надо ничего в классе записывать, в самом вызывать какие-то методы непонятные, вот это все делать. Ради одной этой фишки зачем нам класс создавать, правильно? Мне кажется, это более интересный вариант какой-то такой. Да. Это принимающий. Принимает в себя. Так, ну, блин, мне этот вариант больше нравится. Минус класс, и все у нас хорошо. Плодить миллион классов — это такая история. Мне она не нравится. Так, погнали. Broadcast мы this передаем. Просто вжу this. Так, и понеслась. Теперь все методы сейчас править. Button play use. Так. Владелец баттона, типа такого сделать. Здорово. Owner button, да. Тут нам он не нужен. Тут мы им не пользуемся. Ну а по-хорошему мы вообще то же самое можем сделать. Подписать один. Ну, взять всю пачку и один метод подписать на него.
и создать, ну это же порнография будет, конечно, мы не особо что там сэкономим, но в тимап засунуть вот этот вот ключом будет сам указатель на этот батона, а сам батон, а value это лямбда будет, вот. И избавиться тогда можно будет от вот этой пачки и брать ее, доставать из header horizontal бокса. Все виджеты у нас для этого специально уже метод есть. Вот так вот. Вот так вот. И избавляемся от кучи указателей. Да. Так. Что делал? F7. Так, все, есть контакт. Так. File parent skill selection compile scroll box. Просто skill scroll box, пожалуйста. А, skill scroll box. А с какого лешего он хочет scroll box? Не понял. Skill selection. О, приветствую. Так. Skill scroll box, вот он. А нам хочет scroll box, что за приколы? Use scroll box. Ну. Подходит под состояние какого лешего? Не понял. Как дела? Дела? Да, нормально вроде. У тебя как дела? Где scroll box was not found? В смысле? Ты хочешь именно scroll box? Обычный? Вот, а теперь раздуплился. Гениально. Теперь scroll box не найден. За приколы. Подожди, это же scroll box. Scroll box, да. Какой виджет? Binding scroll box was found. Мы пишем scroll box, нажали compile. Kill scroll box not found. Он прикалывается или что? Или что это такое? Не, ну это приколист. Мы сейчас вот так делаем. Не особо помогло. Потихоньку. Начал немного понимать зависимости плагинов, слоистую структуру проекта, инверсии зависимости, и стало чуток легче. Ща пытаюсь лиру разобрать. О, это хорошо. Если начал понимать, это хорошо. Куда он меня
меня закинул. Зачем он это сделал? Ну хорошо, давай, будет и тот, и тот. Хорошо, я создал и того, и чё? Тебя отпустила? Тебя отпустила, теперь удали его. Он хочет и тот, и тот. Потому что он в родителей есть. Я его душу любил. Же в родителей есть, точно. У нас же есть скроллбокс. Я зря создал этот. Этот не нужен. Сам себе все сломал. Я зря удалил, там все равно понадобится forward declaration. Сам себя запутал, ну классик. Скилл батоны. Так, все. Есть контакт. Скилл батоны. Он его должен создать сейчас. Ага, и в помоечку. А почему? Потому что мы класс не указали. Хорошо. Все, закрывай. Вот наши скиллсы есть. Бац, видали? Тут-то же. Понятно, что ничего не работает. Есть контакт, есть контакт. По поводу скиллсов, я так понимаю, все-таки придется его в канву сажать, коли он его создает, ибо вариантов других нету. Все, мы сажаем в канву. Vertical box Anchor у нас он полностью... Но он полностью его этот fill screen, вот если сделать, он растянут. И все это для того, чтобы Anchor был по центру. Точка 5. Почему я сейчас сделал точка 5? Я тому да сделал точка 5. Здесь 0. И вот этот по центру. Стоп, где-то десяточку отступить. Теперь, когда мы его запустим, вот они по центру у нас здесь. Все четко. Можно еще, кстати, 16, думаю. Да, давай 20. Чего мелочиться. Есть контакт. Бац-бац-бац, выбирали. Оки-доки. О, да, да. Восклицательный знак волчара. Хотя можно не canvas, можно replace with overlay сделать. И получить, в принципе, ту же самую историю. Вот, по центру. И растянуться. Нет, вот этот растянуться, а вот этот по центру. Вот те же самые яйца получаются. Но оверлей, по-моему, он полегче, чем canvas.
Но это не точно. Сейчас посмотрим. Давай посмотрим, что полегче. U-Overlay или U-Canvas? Panel. U-Canvas Panel. Сколько ты весишь? Давай, раздупляйся. 584 байта U-Overlay. Я вешу почти 100 килограммов. 584, подожди. 700 Overlay больше весит. Ну, вернем на канву, значит, нам там не принципиально. Так. Почти соточку, а ты большой мальчик. На МАЗ 4. Да понятно, что на массе. А с какой стороны почти? Да, можно просто с разных сторон быть. Я так-то тоже почти, только с какой ты стороны? Аверли на массе, а я дрищ. Так. Давай overlay обратно. Replace with. С нижней. Окей. Тут все остается так же. Так, все есть, хорошо. Теперь нам надо заполнение придумать. Вот то, о чем я говорил. Data asset у персонажа. И я пока не знаю. Если мы будем в Data asset хранить, то там, допустим, Data asset skills 3. Типа такого что-то. Skills 3. Trees там. Ну, то есть там деревья на самом деле. И он должен будет, ну вот этот, он в софте как раз таки, мы его разом грузим, мы его по-любому разом грузим, здесь, ну когда мы открываем, нажимаем skills, он его загрузит в память, отправит и создаст, а в том data asset как раз таки у нас array идет. И он в себе хранит как раз таки вот это вот дерево, в котором уже вот эти вот все данные идут, которые мы указываем. Конкретно, что там у нас? Это эти всякие всячины там. Чтобы не делать это, мы, наверное, сразу в array, в структуру засунем. Там структура будет. И в ней будем, чтобы не создавать еще один датас. Тут фигню не страдать. Там у нас класс на виджет. Класс на виджет и сабкласс. На самого дерева. Название, которое мы сюда вставим. Ну там, допустим, огонь, лед, не знаю, ярость там какая-нибудь там. Еще что-нибудь. Такое. И пока все. Все. Буквально там классы этот. Хорошо. То есть data asset у нас есть. У нас есть эта штука. Так, подожди. Мы, наверное, talent trees сделаем, наверное. CPP класс. Primary data asset.
Талент 3. Trace. Talent Trace. Пойдешь в Data Asset. Дракула, а когда релиз твоего этого мода? Когда релиз? Talent Trace. Дедлайн я ставил себе, не? Мода на Unreal Engine. Мода? Ну, как, на ну, ёпт, на сосалик. Вот Global сосалик, когда твой выходит. Я сам не знаю, какие дедлайны ставить. Я сейчас модифицирую Smithbox для разборки датасетов. Не, ну тебе-то как вообще не видно, не прояснилось там, когда оно будет. Не, я-то сам по себе придерживаюсь истории о том, что будет готово, когда будет готово, но мало ли. Что ты ставил какие-то там дедлайны. Так, где у нас скопировать стракт, чтобы он можно было его в этом... Есть у нас? Есть у нас. Ну, иди сюда. Так, только blueprint. Blueprint type, скорее всего, F talent 3 info. Talent 3 name, TRA, это Talent 3, Talent 3. Через месяц-два. Потом займусь импортом карт, наверное. Потом займусь мобами. И байфой. Так, что не мы сами через месяц, да, потом займемся карт, наверное, потом займемся мобами и боев. О, там еще и боевка. О, там еще, да, там еще долго играться. Так, подожди, а ну дай подсказку еще разок. Да, только вот здесь вот должен находиться класс виджета Unity Object T-subclass of UV skill 3. Skill 3, но его еще нет. Talent 3. Talent 3. Trees. Подожди, зачем было непонятно. Talent 3. Вот так вот. Здесь U property. Talent Trees. Talent Trees. Блин, теперь мне талант нравится, мне skills не нравится. Ну, потому что скиллы это не скиллы, там все-таки таланты всякие, да. Надо будет переименовать сейчас. Блин. Talent Selection. Talent Selection. Ну, погнали переделывать. Чё поделаешь.
Теперь плюсовый. Все это сохранить. И сейчас F7 он нам подскажет, там где ошибка. Но скорее всего вот тут ошибка в лодауте. Так, это пока закомментировать, этого класса не существует. Так, отлично, все, есть контакт. Сейчас создаем класс, класс, вот этот. UV Talent 3. Добавляем его, потом эту фигню добавляем в ту фигню и... И идем работать с этой всей фигней. Можно, кстати, не в гейммод делать, чтобы он запоминал. Можно еще сохранить. Сказать, чтобы он в гейммод не обращался постоянно, а он к текущему обращался. К этому. Что не так? Could not be loaded because... Ох ты, ежик, ты в тумане. Он же мне похерил этого. Не, ну дай мне этот. Пусти. Все похерено. Да. Об этом я и не подумал. Блин, ну конечно, это беда, то что вот с этим не поработали они. Могли бы сделать Capture можно было бы сделать. То есть он хорошо, ну почему не открывает, это понятно, потому что нет такого класса. Все логично, но дай мне его репарент сделать. Чтобы он подтянул и все было хорошо. Музыка закончилась. Сравнить. Ну, новый создаем. Благо тут не особо что-то было такое, прям canvas. Canvas, в нем horizontal box. Vertical box. А вот в нем уже horizontal box. И в нем scroll box. В нем scroll box. Get the
Сколько там? 20 пикселей, да, по-моему, сандалил. Хорошо, есть. Все, оки-доки, есть контакт. Сами баттоны я здесь пропишу. Там посмотрим. Референс. Он же указан в этом. Вот в этом покемоне. Хотя, подожди, не указан. Все отлично. Так, tools, new CPP класс. Подожди, не user widget. Не, user widget, да, потому что что-то новое будет. Там. Там у него, конечно, да. Undeclarated definer subclass or is not a valid template by the argument. Что-то он такие ошибки интересные повыдавал. Лайфкодинг. Так, ну давай всем сейчас посмотрим, что он там отвалится. О, пошел. Вот опять эта фигня. Почему он... Ну, то есть он опять бац и не работает. Почему он не работает? Запускался, бац, опять вот этот кусок потерял. Что за прикола? По-любому это шпионы пробрались тут, хакеры, и удаляют это спам-гидро. Не удаляет forward declaration. Data asset, заходим. Скомментируем. Всем делаем. Еще на перерыв бы пойти. Зачем я запускаюсь? Чтобы создать датас, правильно? Не-не-не. Так, это касается плеера, да. Это рейс. Use data asset. Trees. D.
Talent Trees. Ну, как еще? Давай, чтобы сильно так не путаться. Вот так вот. Talent Trees Info. Бац. Только это для каждого класса должно быть. Подожди, это же не общий, прям общий. Это... Day, Talent Trees, TT, Night. Вот так вот. Должно быть. Фурия. Фурия так пишется, или я немножко не ту написал? Ярость как пишется? Нет, ну рейдж-то понятно. Фурия, ну да, фурия. А то мы знаем. Так, этого не существует. Это надо создавать под каждый, потому что там с двумя... Не, с двумя это, наверное, немножко не то что-то. Это... Вот это... Да, это... Не-не-не-не-не, это обманка с двумя R. Тут вот как раз таки я и о том и говорил, что вот, чтобы не перепутать. Все правильно, с одной R. Сейчас рассказчики тут. Так. Подожди, я не понял, а почему массив? Почему здесь массив? Зачем мне массив? Эх, не повелся. Да. Подожди, а зачем мне здесь массив? Мне здесь массив не нужен. Зачем мне пачка этих? Он один должен быть. Осуждаем. Это все, Copilot. А, там Cloud Code, кстати, слили. Вы видели? Видели новость сегодня была? Что Cloud Code слили инфу свою внутреннюю. Как он там устроен, там, что они там готовят к выходу. Добрый день, добрый. Что там у них вообще, как происходит? Случайно взяли и слили все свои исходники. Все свои приколы. Сам и слил все. Слишком много доступа дали ему. Я хз, я там не углублялся, кто там что слил. Я так просто новость увидел, что слили инфу, и там и комментарии, с комментариев там прорал чувак один. Ну, там все так витиевато показывают, чтобы их там не забанили за... Не прилетело им, короче, за то, что они показывают эту инфу. Но это конечно, успех. И там что-то, что они... была инфа какая-то о том, что они готовят что-то типа операционки какой-то и на уровне... Ну, не в смысле операционки, будем вместо винды устанавливать, а что-то наподобие как операционка. То есть, что там прям с ней работать можно будет. Вот. А может и как операционка. Фиг его знает. Потом, что у них там прям супер-дупер какая-то модель, они уже 8 раз ее прогнали там, и вот собирались выпустить с 1 по 8 число, по-моему, или 7 число апреля выпустить супер-дупер модель свою какую-то там. Вот ждем, так сказать. Короче, такая инфа. Так, Фьюрия, дальше... А, иконку бы еще засандалить сюда, кстати. Кстати, иконочку, но это потом добавим. Фьюри и, я не знаю, Армс какой-нибудь. Так, теперь нам надо виджет создать. Skills. New. Knight. Knight, потому что у него там будут разные, не Blueprint класс.
3. Лучше бы там была инфа о том, что и не приносят денег, и они сворачивают проект. Ты прям противник, да? И BBP. Talent 3. Talent 3 Knight. А можно просто Fury, наверное, в Fury написать вот этот. С ним уже работать. Ну, а он уже вручную должен настраиваться, потому что я хочу, чтобы они все, ну, разные немножко были. Ну, не одинаковые, а если, чтобы они не одинаковые были, тут ничего ты не сделаешь. Я не могу нормально комп обновить из-за них. А что тебе мешало до это сделать? Ну, то есть... всегда есть какая-то причина. Тем более сейчас, вот смотри, там, кстати, OpenAI, они ж просрали не только с Disney контракты, они еще и просрали по закупкам контракты. Они их не оплатили, что ли, на оперативку. Поэтому нормально, сейчас все вниз полетит. По оперативке, по крайней мере. Денег не было, но сейчас тоже нет, видишь? Как бы сейчас тоже нет. Сейчас тоже-то нет на это все. Поэтому, видишь, основная проблема в том, что бабла нет. Думаю. Ну, что у нас? Как обычно, все, Canvas. Canvas. И вот тут начинается уже самое интересное. Это мы берем... нужно будет создать именно какой-нибудь... ну, это виджет будет, да. Ну, допустим, border давай возьмем. До этого майнинг на видеокартах. Так всегда будет какая-то залупа. Понимаешь, в чем прикол? Вот, что-то типа такого должно быть. То есть, вот они всегда там... От верха, что ли, я не знаю. Неважно. И мы дублируем его. Ставим куда-нибудь сюда как-то, ну там по этим посчитать надо будет. И какую-нибудь... там есть какой-нибудь лайн? То есть нет никакого лайна, да? До этого майнинг на видеокартах. До этого майнинг на хардах. До этого процессоры дорогие были. Что винить. Видишь, всегда шляпа, всегда. Ну, может, игры станут лучше, разработчики начнут делать оптимизацию для более слабого железа. А мне написалось, что первое сообщение не отправлено. А, и поэтому ты два раза шлепнул, прикольно. Так ты же зачитала его. Если зачитала, значит все отправил. Станут лучше, разработчики станут делать оптимизацию. Это наивность называется. Так, подожди, я хотел его развернуть. Где трансформ? Вот трансформ. И чё, вот так вот будем страдать фигней, что ли? Как вам? Огонь? Я думаю, огонь. Ну, понятно, что там картинка должна быть. Мы и магию ставим, какой-нибудь полосочку и магии имена, а не бордер, разворот. Но тем не менее, вот такие вот штуки мы делаем. Сейчас делают. Мы сделали мазню. Хотите красиво, включайте RTX и DLSS. Ну да. Тем более насчет оптимизации. Вы же понимаете, что вот этот DLSS 5 это буквально Nvidia захотела продать вторую видеокарту. И все. Ну, то есть, чтобы покупали не одну видеокарту люди, а две видеокарты. Одна видеокарта у вас игру рендерит, вторая у вас DLSS 5 вот этот фигачит. Все. Это называется не наивность, а надежда. Она, как известно, мрет последний. Ну это да, это да. Люди на блюпринтах пишут игры и говорят, и что работает же? Зачем мне быть программистом? А ты про оптимизацию. Да. Да, программисты же не нужны, это же очевидный факт, все уже, все.
Когда там ГПТ вышел? В 22-м или в 23-м? Уже кричали, все, через год-два не будут нужны программисты. Год-два это как 24-й был, а мы сейчас в 26-м. Все уже. Ну, какая оптимизация? И не будет ничего оптимизировать. Так. Говорю, нас ждет 2 видеокарты. Будем покупать 2 видеокарты, чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо. Хотя в графике хорошо, как по мне, графика остановилась где-то в году 19-20. Ну все, то есть дальше уже чисто, ну, мелочи пошли, что можно добавлять. То есть увеличивать в количестве там каких-нибудь деталей на экране, и все. Не стало что-то красивее, больше полигонов не надо. То есть, допустим, у какой-то стулки, которая стоит на сцене, да, ты пробегаешь мимо стулки, стола, я не знаю, вазы. То есть, ну, там остановись на каком-нибудь там 10-20 тысяч полигонов у вазы какой-нибудь. Дальше, не, ну, то есть, тебе нет смысла лям туда сандалить полигонов. Тебе не нужно туда лям сандалить. Все, остановилось. То есть, по качеству дальше уже некуда было идти. А эти фигачат. То есть, извините, но почему игры 19-го года запускались на железе 19-го года, и которые выглядят, ну, графики так же, как и сейчас, которые, они не запускаются. Почему? Потому что срать все хотели на оптимизацию. Так. Остановилась из ухода Джона Кармака из геймдева. Наверное. Я вчера долбался с путями в E5, подключаю класс, и две его не видят. Спрашиваю Гемини и ГПТ, они мне одно и то же говорят: перегенерируй, удали папки. В итоге сам допер, что у меня подключаемый файл выше уровнем, починил сам. Ты его include не там, имеется в виду, засандалил? Ну, короче, не в той очередности, которой надо было. Ну вот они, да, он же не понимает, что и как. В общем. Короче, у нас такая вот штука должна будет открыться. И мы, кстати, ее сейчас можем добавить. Давай VBP Fury сюда добавим, поэтому... Arms пока мы вообще уберем, уходи. Все, Arms, она будет думать, придумывать. У нас пока Fury, только ярость. Есть и все. Есть контакт. Fury добавили один. Теперь мы идем в нашего персонажа, в Datast. И вот туточки, мы сандалим это Datast. DA Talent Trees. Только в софте мы его сандалим. Кунг-фу и фильм боевки. Public Include Pass. Кунг-фу и фильм боев. Да. Так. Талент. T-Soft Object Pointer. UD Talent. Talent Trees. Talent Trees. Talent Trees. Так, хорошо, есть контакт. И мы теперь работаем с персонажем. У нас есть вот этот покемон. И мы с ним будем работать. А почему мы... ну да, вот поэтому мы, чтобы в софте все это держать, понял. Просто в софте мы это держим по той причине, что когда мы загрузимся на уровень, нам не надо будет эта информация
вся информация о нем не надо будет нам в самой игре. То есть вот эти вот имена, эти нам не надо будет. Нам надо будет только бонусы. А бонусы мы по-другому там будем реализовывать. То есть то, что мы выбрали, мы их будем в массив сандалить. Обычный. Это же геймплей-эффект, все бонусы. И просто на старте будем просто добавлять эти геймплей-эффекты и все. То есть мы, ну, нажали, там, допустим, плюс 5 к криту шанса, выучили этот талант, и засунули это в массив сейва, а массив сейва на Begin Play достал и загрузил. Как тебе такая строчка? Ничего не понял. Страшная строчка. Get контейнер C, индекс передали C, return C и страшная строчка. Мне не нравится. А это к чему было? Так, то трис. Так, вот он, level entry. По-хорошему. Поиск элементов в массиве. Не, это понятно, что это через этот. Я просто не очень понял, зачем. Ну, то есть это понятно, что ты передаешь сам массив, передаешь индекс и через ауто достаешь. А зачем? Ты же и так можешь... Ты уже знаешь массив, ты уже знаешь индекс, ты и так можешь достать. Не понял. Ну, в общем, короче, типа, к чему? Character selected. Поэтому и страшное, и непонятное. Зачем? Еще и ауто мы осуждаем. Там без ауто, конечно, никак при такой этой, но все равно. Executive bound. Подожди, дай подумать. Он character selected. Он же не передает сюда, правильно? Мы никого не подписывали на эту фигню. Мы подписывали. Set selected mode. Угу. Он всех взял, вызвал эту парашу. Надо, знаете, что сделать? Надо, чтобы он что-то возвращал. Потому что если character selection... не, подожди, если он будет возвращать, мы ничего не будем. Короче, я пойду по простому пути. Это я из game instance достану вот этот dataset. Самый простой способ. Мы его там уже назначили, он там хранится. Зачем еще раз плодить еще одно хранилище для него, правильно? Для текущего. В чем смысл, собственно говоря? Можно было, кстати, не в Game Instance все это сделать, а в сабсистеме.
Сабсистему отдельно создать. Ну, посмотрим, если мы будем еще что-то делать. Сабсистему заведем отдельную гейм-инстансскую, и там будем еще что-нибудь добавлять. И будем. А мы будем что-то добавлять, поэтому это все в сабсистему полетит. Правда, вот как она будет с этим взаимодействовать, но это уже потом. Так, еще раз. Еще раз. Selection вот этот. Первый момент это батоны. Он должен понимать, что за батоны. Your property. Your property edit anywhere. Blueprint read-only. Категория. Talent. Tion. Твои батоны, они Класс. Булки. Да. Не, что? Ну, я понимаю, я понял, но я не понял. UV. Button. Класс. Ты песню эту не знаешь, что ли? Наверное, нет. Наверное, нет. Олдфак в чате спалился. Так. Признайся, когда вышел на пенсию. Когда ты каждый раз в Strong Crush на акцент это читаешь, прям триггерит на строчку с этой песни. Так я специально его читаю, так что мне нравится, так. Пока не вышел. Не вышел. Strong Russian accent. Так. Насчет акцента мне, не знаю, мне как-то вот слова... И перед этим методом темплате. Для контейнера и индекса, это к тому, что есть требования сначала объяви, потом используй в этой строчке, чтобы понять возвращаемый тип, нужно сначала чтобы. Но скоро. Не, понятно, шаблоны, поэтому темплейт вначале. Сначала объяви, потом используй. Я вообще не понял. Для чего... Ну... Короче, я ничего не понял. Потому что этот метод буквально у тебя есть массив, и ты передаешь этот массив, и он человеку 40 уже. Подожди, 40. Когда там? В 65? Или в 70 уже? Там. Это получается человеку уже 45. Оп, спалили. Подожди. О чем я говорил? Ладно, все, идем дальше. Talent 3, вы меня сбили. Вот этот покемон, батон. Эти, как его, акценты. Тогда больше с вашей мат. Тогда больше с вашей масс. Так а чё, если в 65 вроде пенсия-то? Офф пенсия, когда у нас? 65, 70 или 60? Или сколько, когда? Ну вот и получается, что должно быть 45, если еще 20. Буду акцента, не знаю, как-то вот когда произносишь, как-то спокойнее, что ли, больше нравится, когда вот этот четко с акцентом таким мощным читаешь, а когда вот это начинается британский себе акцент. Точно говорит, какой тип нужно вывести. Нет, ну это да, но ты же вызываешь, когда метод, он, ну ты уже как бы знаешь, что там.
просто как-то бессмысленно получается. То есть ты уже передаешь, ты уже знаешь это все, чтобы сэкономить. Ты не экономишь, тем более. Ну, в общем, короче, я ничего не понял. Я понял, что там происходит, но я не понимаю смысл. Это просто как пример. Если просто как пример, все, вопросы отпадают. Если... Я понимаю. Если это просто как пример, тогда все, вопросы все отпадают. Если это вот именно реальный такой метод какой-то, который где-то ты используешь, в чем его смысл? Если... Да, это пример. Все, тогда вопросов нет. Ну, я все понял, все. Короче, если вот британский особенно начинаешь себя изображать, вот прям что-то как-то кринж хватает. Что-то какая-то жесть. Это по поводу акцентов всяких. Боа-во-а. Кто это шарится? Боа-во-а. Что я сказал сейчас? Так. Button класс. Я завис. Так, мы должны будем на инициализацию. У нас, в принципе, должен быть void init. Init Alex selection, да. Нет, товарищ, ты принимаешь в себя tsoft object pointer UD. Говорите правильно, сударь. Не кринж, а кринги. Да-да-да. Кринги. Так что, вы знаете, что такое боа-во-а? Вы знаете по-любому. Буду байтить вас на комменты, на сообщения в чате. Так, UD. UD. Как? Как байтить или что такое боа-во-а? Боа-о-о. Да ёпт. Вот это он, блин, у них, конечно, у британцев. Как байтить? Да вот так буду байтить. Но пока не получается, никто ничего не пишет. Так. Поэтому кринги. Боа. О-о-а. Боа-о-а. Но это прям уже такой, прям... Прям... Как его... Ну, как это называется? Буду байтить стримера на кринговой озвучке. Ага. Это, получается, я был забайчен. Вода, ну да. Bottle of water. Боа-воа. Вот это вот фигня. Так, talent trees. Ой, что я делаю? Так, инициализация есть. А знаете почему? Потому что нам надо ее будет пересоздавать. Да. Мало того, что нам ее надо будет пересоздавать постоянно. Нам надо будет ее пересоздавать постоянно. Нам надо ее будет постоянно пересоздавать, и нам надо будет... нам надо будет еще заполнить этот мета. Чё? Bint widget. Горизонтал. Вот это английский акцент.
Ой, ссылки это в Discord. Там видео-аудио есть. Horizontal Box. Не, это вот этот, где видос, где он уже говорит, что он сказал? А он что сказал? Это вот этот видос, не бойся. Точно батлиаотер. Во. Они так у них там... блин. Посмотри. Да ёпта, ты скинул в Discord? У меня нет ссылки, это ее не видно. Это звездочки. Или там, где про бата. Я скину. Все, скинул. Я потом посмотрю. Сейчас я не... так. Или как там в видосе было, мол, stop pronouncing T in your words. Это, ну, по поводу того, что не произноси Т. Хватит произносить Т в словах. Британскому акценту там о, ну типа potato, томато. Прикол такой, да. Вот. Нет, там смотреть нужно. Да все, я посмотрю, я просто вспоминаю. А хотите об этому, как его, индийскому акценту обучу? Если я правильно помню, правильно, как там. Т на Д замените, и будет вам этот... И будет вам индийский акцент. Don't tell me what to do. Или как-то так там. Так, horizontal box мы добавили. Это там наши батоны находятся. Точнее, туда мы будем совать батоны эти. Horizontal box. Horizontal box. Так вот. Британцы тут все. Horizontal button. Нет, просто horizontal box. Ну ладно, давайте батонс. Батонс horizontal box. Но он сует их туда пачками, создает и сует. Потом у нас должен быть team-up. Тот, о котором я говорил. uProperty. Мы его пометим. Team-up. Team-up. Первое это сейчас дам больно. Не дам больно, все правильно, батон. А второй это UV. T-sub-класс. Вообще по-хорошему можем сразу туда этот засандалить. Лучше не надо туда сандалить этот. Да, лучше не надо туда сандалить. Мы сразу T-sub-класс of UV talent 3. Talent 3 buttons map. Угу. Есть. Может, сделаем... Не, мы ничего не сделаем здесь. Мы ничего не будем делать. И батон. Хорошо. Так, ну надо подключить... Да, потом... Чё? Да, потом... Да. И все это создать. Записать. И жизнь будет прекрасна. Ой, а что тут происходит? Что он мне тут понаписывал? Так, он проверил первое, он проверил второе, потом он взял
talent 3 info, то есть из датаста, который там существует. И вот тут вот уже неправильно. Вот тут передается привет. Вот и уже неправильно написал. Он не выкупил, что это софт, и у него ничего не получится у него вытащить вот этот talent 3 info, который он достает. У него ничего не получится, потому что это софт. Ему надо вначале его загрузить. Вот. Не падать. Подожди, а может он и ничего и не принимает в себя? Подожди, наверное, он ничего в себя не будет принимать. Мы просто его триггерим. И нет, и все. Мы когда кликаем init talent selection, не, он ничего не принимает в себя. Он сам там разберется, что и как. Из гейм-мода он достанет. Смотри. Player. Game instance, а не game mod. If button horizontal box. Класс пустой нам ничего не даст, он так не работает. Это софт так не работает. Класс так все работает. Button класс мы сюда засовываем или не? Вот этот, да, return. Да-да-да. А дальше мы... Ага. Get talent 3D. Молодец, там нет такого. Он вообще не понял, что тут происходит. Так, if you main game instance const game instance equal get game instance you main game instance. Так. Это Трис, ты какой молодец. Это так не работает. Вообще, кстати, работает. Он достанет из этого talent Трис, да, тут все правильно. Но он должен проверить вначале, потому что там может быть пусто. Поэтому if UD. Давай даже проще сделаем. Get player, get character, get selected character day. Если нет, то return. Я, наверное, бы хотел Insuri сюда засандалить. Как там эта штука делать? Что есть тут Ctrl-K? Не хочу далеко тянуться. Так, дальше мы из него должны достать talent trees, поэтому for. Тут начинается очень интересная фишка. Нам надо все-таки метод будет написать, который сам себя триггернет. То есть как раз который и примет вот этот софт. Загрузит его и продолжит инициализацию. С другой стороны, мы можем просто инициализацию запустить. Ну, то есть буквально взять, проверить его. If game instance get player get selected character player. Тут, кстати, надо добавить его в include. Data assets
Player character. Ну, потому что он не знает, что это такое. Достать из него... Сейчас дам больно. Talent trees достать из него. .get. И загрузить его. То есть, если нет, он его грузит. Если да, то... Ну, тут мы что делаем? Если нет, то он его загружает. tvig object pointer. tvig object pointer uv talent 3 talent selection tion vig this you asset manager get streamable manager. Что он тут делает? To soft object pass. Он все правильно сделал, нет? Что мне тут понаписывал? Ой, какой-то, ё-моё, какую-то херню написал здесь товарищ. Осуждаем всю эту фигню. Так, object pass, vig this. You asset manager get streamable manager tab you asset manager. Нужно подключить его. Так, G1 сюда. Asset manager. Вот эту вот фигню надо подключить. Есть. И он просто-напросто ее зафигачит, и у нас будет все хорошо. Правильно? Vig this. To soft object pass он передал vig this game instance. А зачем ты game instance передал? Гений. Непонятно. Угу. Ну и return надо здесь обязательно сделать. Return. Обязательно return сделать. Хорошо. А в случае, если он есть, мы должны его создать. Create skills button, как-то так создать в Protected. Void create talent 3 buttons. Talent 3 buttons. И по факту его, он бы, конечно, принял бы в себя вот этот вот софт. Точнее, уже не в софте, а в полноценной TV. Довольно. UD Talent trees. Talent trees. Вот. Такую вот фишку он должен принять в себя. Думаю, пока в private пойдет. Угу. Тогда вот тут мы сделаем еще эпичнее. Мы сделаем вот так. Мы сделаем вот так. Да? Да. Ну, у нас как бы два стула в плане того, что
если мы, допустим, здесь вызовем, мы сразу можем здесь вызвать вот этот create talent tree buttons, ну, передав game instance, естественно, сюда. И тогда у нас все будет окей. Тогда у нас все будет окей, и мы сразу вызовем его. А в этом случае мы еще раз на всякий случай можем проверить. Здесь. Я передам, наверное. Мы не будем на всякий случай проверять ничего. Мы сразу из Wixis вызовем create talent tree buttons и передадим в него вот эту вот пачку. Блин, и вот тут начинается приколюшка, то, что он должен будет проверить и вот эту вот фишку все равно. Потому что там может быть фигня всякая. Так, failed. Где у нас тут failed? Еще мне нравится. На всякий случай не будем ничего проверять. План надежен, как швейцарские часы. Да-да-да. Talent 3. Ой, он с маленькой буквой, подожди. 3 с большой буквой, чуть он с маленькой. Ну, в идеале-то нам вот здесь-то он как бы гарантирует то, что он загрузил его. Ну, а здесь мы проверим все равно. Я получил, но не... Что мне нравится? Missing точка запятой. Где? Missing то после uProperty, что ли? Что, дурак, что ли? Или куда? Или где я пропустил точку? Missing точка запятой. Здесь. Потом он знает, что такое. Точка запятой. Точка запятой. Сейчас пойдет в этот... В ГПТ. Пусть он сейчас скажет, ты точку запятой, бро. Юпто... Юптоперти. 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 Юптоперти там написано было, понял, да? Там юптоперти. А я точку запятой еще. Так. Так, вот это сделали. И понеслась. Horizontal Box и Button Class, кстати, у нас уезжает туда. Здесь нам нет смысла этим заниматься. Потому что мы с ними здесь работаем. Видел слив общения между и агентами, где они жаловались, что пользователи их задолбывают дурацкими вопросами. Не видел. Это по поводу того, что я ему сейчас скинул эту фигню, да? Не видел. Но это смешно. Create talent trees button.
Осуждаю себя. Talent 3 info. Дело в том, что это же у нас массивчик, правильно? Угу. Мы должны его перебрать. For talent 3. Не смотрел тот код, который скидывал. В Лире его уже усовершенствовали. Уже усовершенствовали? Да не смотрю. Ну как, я его просмотрел, но, ну как, я же говорю, точнее, я же уже говорил, что, мол, то, что я понял из того быстро, то, что я просмотрел, это, что там условный тимап, где у тебя идет так ты засовываешь в то, что юзать, и через таги юзаешь эти обилки. А эти у тебя идут как ключ и вперед. Короче, вот что типа этого хранилища, и ты просто его таким образом расширяешь, перебираешь и вперед. Но мы сейчас приближаемся к этому, поэтому посмотрим. Ну, допустим, в моем случае я не особо вижу, где... Ну, у меня 6 там полей, и написать что-то как-то это не проблема, что ли. Но мы посмотрим. А что они усовершенствовали? Что именно усовершенствовали? Talent info. If talentinfo.talenttrees. Подожди. Мне не нравится не talenttrees, talent3 widget class. Ты вот так вот будешь называться. Угу. Continue. Create get ovning player button class. Да, только у батона там нет set текст, у него там как-то иначе, что ли? Selected mode. У него есть вот этот button текст, но у него нет метода установки вот этого button текста. И доступа у него к этому нету. Подожди, так он public button текст. Легко и просто. Button. Бинт поштучный анбинт также в рантайме. Нужно для гамми фентуриасы, чтобы менять маппинги, не меняя input маппинг контекст целиком. К примеру, если бежал пешком и пересел на лошадь, поменять input и реакцию на них на лету. Ну, в принципе, да, у тебя же там залетает в хранилище, ты просто всегда по хэшу идешь. Ну, и я правильно понял по поводу тимапа? Ты же идешь там туда, короче, внутрь, смотришь, какое действие там просто лежит. И, соответственно, если у тебя ключ поменялся, ты на лету поменял ключ, ты по другому действию уже идешь. Так, а почему Talent 3 Nail? Стрим завис? Осуждаю, в смысле? Ничего не завис. Ничего не завис. Ничего не завис, все нормально.
бинт один раз делается и улетает в глобальные настройки инпута. Я не слышал, что ты говоришь. Это ты про стандартный бинт. Или про какой? Я уже не помню, что я говорил. Так, характер видео. Я ж правильно понял, что там тимап, где у тебя вот эти вот все приколы? Или там что-то иное? Подожди, я потерялся. Ну, в принципе, вот такая вот история у нас. Интересно, сработает ли назначение текста. Или лучше было бы создать метод. Ну ладно, посмотрим, сработает. Если то да, тогда хорошо. Если нет, то нет. Тогда создадим этот метод button horizontal box мы добавили. Его туда, да, все верно. Нестандартный тот способ. Он один раз проходит по настройкам и переопределяет их в глобальную оптимизированную настройку управления. На каждое нажатие нет поиска пока типотом инпута. Так. Только при инициализации. Только при инициализации, окей. Ну, что-то интересное. Мы потом посмотрим, разберемся. Так, мы добавили его и записали. Нам надо еще на делегат как бы повеситься. Он button use add new object selection button use. Ага. И нам надо будет поскрывать его весь. Вот тут сделать, чтобы он, ну вы поняли, бордер поскрывал. Так вот, я не помню, что там мы сделали для него, для бордеров. Set selected mode. Запустить. Давайте сразу его сделаем. Button horizontal box for you widget. Не, нифига он не понял, что я хочу. Батон. Selected mode. Да, вот такой вот. Происходит. Вот такая вот штучка. Есть LN3 батон. Кстати, это мы можем использовать и там, и передавать в качестве true эту историю. Ну хорошо. Это то, чтобы он вот эти бордеры, короче, активно-неактивно кнопочка. Мы сделали эту штуку. А что касается теперь следующего, это что? 'Cause 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 'cause
Так, это он батоны создал. Это батоны он создал. Теперь мы должны пойти в наш тимап. Тимап пойти. И достать вот тот класс. И создать этот класс. И добавить его куда-то добавить. Куда-то добавить его. То есть что-то мы там создадим, какой-то бордер или что-нибудь создадим, и туда мы его должны добавить. Что он тут мне понаписывал? Проверил contains и сам этот, чтобы не был 0 поинтером. Хорошо. Хорошо, дальше. Talent 3, create widget и вид talent 3. Подожди. Разве не так? Вот вам и смотри, пропустил вот эту штуку. Сейчас разминовать его надо, он же вернет нам этот. Так, Talent 3 виджет, он и нет Talent 3. Ну, в Talent 3 у нас ничего нет пока. Clear Children, Scrollbox. Какой скролл? Не надо ничего тут очищать. Ты что, дурак, что ли? Он должен будет... Кстати, Scrollbox, вот, да, мы добавим в Scrollbox туда как раз таки, потому что его может листать. Там и префабы готовые события на элементах. О, насчет UI в Unity я вообще не выкупил, мне в префабах там вообще не понравилось. Вот что касается этого, я вообще не выкупил, как там UI делать. А вот что по поводу кода, ну может быть. Вот если сам код брать, что как там с кодом работать в UI-ке, может быть. А вот сам настройка в Unreal куда круче, потому что мне вообще не понравилось, что там прям шляпа. Ну, это, скорее всего, дело привычки, потому что, ну, я там особо и не разбирался. Здоров. Здоров. Компилишь потихой? Да, помаленьку. Так, сюда вот это Fury. Вот сюда вот Scrollbox. Можно в записи смотреть, можно комментарии оставить. Ну, видишь, сегодня успел, это хорошо. Сколько стримы и сколько идут стримы, это где-то часа 3-4 в среднем, и плюс еще где-то час-два в среднем. Это все над проектом, над плюсами, над Unreal, изучение и прочее. То есть что-то... Ну, это правда без учета, когда я, допустим, там во что-то играю, или... Ну, в основном, когда играю... Красавчик, бро. Спасибо. В основном, когда играю, я могу что-нибудь включить там про Unreal, либо новости, либо какие-то там фишки рассказывают, как делают. Там что-нибудь такое. Но это без учета. Это, я не знаю, можно ли это в обучении, когда
Через такое что-то узнаешь. Так, вот здесь вот скроллбокс у нас. Это вот этот скроллбокс. А я хочу еще один скроллбокс сюда добавить. 6 часов достойно. Да. Button Horizontal Box. Это вот этот покемон Button Horizontal Box. Логика простая. Префаб — это готовый объект, загруженный в память. Вызываешь инстантиатисами, префаб создается полная копия, которая ставится на сцену инстанс. После этого можешь его донастроить. Да, это я знаю, что в префаб там папочку ты суешь, это как объект идет. Ты на GitHub выкладываешь? Или ты GitHub вообще не используешь? Сейчас начал использовать, но этот проект он скрыт, он private. Другие проекты, которые были, я все выложил. Они есть. Все исходники на GitHub в паблике. Так, ну там только эти плюс, ну, понятно, без контента, без этого. Все есть. Ну там так вот так написано. Это по-старому я еще писал там. А ник, да, такой же. Unicorn 47 ВВС. Точно такой. Ну там дофига, там на очень много строчек. Я не знаю, ну там я выложил, там больше 10 тысяч строк кода выложено в паблике. Думаю, между 10 и 15 тысячами. Там дофига. Так. Button Horizontal Box. Надо перепроверить, а то сейчас вдруг я ничего, что-то лишнее там в паблике находится. Так. Так, где мои репозитории? Так, паблик. Так, этот private. И этот private, да, все правильно. Этот паблик. Паблик, да, все отлично. А можно, кстати, на GitHub как-то посмотреть сколько строк кодом? Чисто интересно. Просто я так на рандоме угадываю, сколько их там. Scrollbox сюда. Это у нас Talent 3. 3. Scrollbox. Ну там код, да, там код такой. Это история, все дела. Так. Зачем я перезапускал его, непонятно, но пусть будет. Так, вот, он есть. Он у нас как фил идет, то есть он заполняет. Мы его снизу подожмем. И в него как раз таки залетает вот этот Fury. Подожди, оно уже будет работать? Оно не работает. Потому что я в персонаже не указал. Осуждаю. Осуждай, да, осуждаем будешь. Где у нас датасеты? Knight, я сюда его не указал. Talent, сюда-то он не указан.
Ну, не то, чтобы это что-то помогло, потому что мы его не создаем еще. Где у нас... Сейчас нам больно. Вот здесь. Мы-то его еще не создали. Хотя вот тут написано, что создали. Подожди. Почему? Инициализация. Инициализации-то нету. Создать-то я создал, а инициализация отсутствует. If этот, то у этого... Да, у этого мы запускаем init... init... Как мы там назвали его талант? Init talent selection. Вот, мы же забыли инициализировать его. Да-да-да-да-да. Вот инициализация пошла. Бла-бла-бла и в помойку. Правильно, потому что мы не выбрали его еще. Все логично. Мы выбираем, нажимаем skills. И попадаем здесь в помойку. Почему? Отпусти. Horizontal есть. Box. Button класс. Мы баттоном классы не указали. Skill button. Ну давай попробуем с тобой. Fury. Есть контакт. Fury. Он все правильно отобразил. Текст он обозначил. Все это было. Мы нажали на него. И вот он пошел создавать этот виджет. Бац. И он ни черта не создал. Почему? Вот же у нас вот этот виджет. Мы его указали у этого VBP TT Fury. Вот он. TT Fury. Еще разочек. Да, надо чистить. Horizontal box. Move child. Move all child. Не-не-не, подожди, там remove all children или как-то так оно. Remove all. Clear. Clear children. Clear children, хорошо. И чё мы? И чего мы? Ну это он этот не будет спамить.
Так, ну зато мы теперь знаем, что он эти переключает. Это хорошо. Он нифига их не чистит. Нужно, чтобы он их удалял. Что ты там делаешь? Child, add child index. Remove child. Он же их не... Я вас покину. Окей. Не, подожди, clear children, он просто удаляет их из этого. Он делает remove from parent. Remove child, это немножко не то. Хорошо, я человек простой. Мы сделаем иначе. Лайфкодинг. Clear children, да. Вот. Все легко и просто. Все, нас больше не дрочит. Здорово, здорово. Ну, то есть он удаляет... В чем прикол там? Просто он его удаляет каким образом? Он просто чистит там указатель, походу, у себя. И пока его не очистит этот сборщик мусора, ничего не произойдет. Это как бы вот как-то так. Угу. Так, мы добавили, создали. Почему он не создает еще раз вот это вот, товарищ? Что тут происходит? Ну, у нас не вылетает сюда. А, мы же ее никуда не добавили. Ну, балбес. Я и забыл, что нужно добавить его. Talent 3 scrollbox. Add child. Это вот. Scrollbox. Child. Не так? А как? Add child. Ну... Не, подожди, опять-таки я к консту лезу, а что тебе не нравится? А, я Talent 3 не подключил, и он не может его заапкастить. Вот теперь все у нас хорошо. Хорошо, это мы его добавили туда. Ну и дальше он там существует, и нам надо его почистить будет перед этим всем делом. То есть Talent 3 scrollbox вот здесь вот для батонов, который существует, сделать то же самое.
Ой-ой-ой, осуждают. Так, там запускаться вместе с этим, это прям плохо. Сейчас, секунду. Потыкаюсь. Так, все. Протыкал. 7. Где мой? Где мой Фьюри? Почему он Фьюри вот этот не создал? Да, вот он достает его. Не добавлять что сюда? Ну вот. Вот, добавить. В чем, собственно говоря, проблема? Где мой Фьюри? Где мой вот этот вот весь покемон? VBP ТТ Фьюри, VBP ТТ Фьюри, вот он. С бордерами, где он? Почему его нету? Так. Я хочу решить одну проблему сразу. Если он текущий, он же должен его скрыть, правильно? Или мы наоборот его не трогаем? Он наоборот ничего не должен сделать. Он не скрыть должен, он вообще ничего не должен сделать. Это вот здесь получается used button. Если текущий мы current запишем. Used button. Если current used button. Мы его запишем. Сделали мы это за тем, чтобы button used. Что происходит? Used button. И прежде чем selected mode всем менять, мы спросим, если if вот этот равен used button, то return. Ну, он ничего, короче, не должен сделать. Вот. А так он заново здесь пересоздает. Это мне не нравится. Это мы осуждаем.
Так, а почему вот этот вот товарищ не создается? Что с ним не так? Что с ним не так? Эм. О, новый брейкпоинт, встретил на счетчике на... А, я понял, почему они были. Так. Так, вот native construct случился. Я просто думал, что он его удаляет. Он его не удаляет. И плюс я думал, что это совсем другой он. То есть он не того создает, а он именно того создает. И вот удаление у нас дестракт произошел старый. И вот произошел этот. То есть он удалил старого и добавил нового. Правда, вот этот не висит, но это такое дело. Ты что, он новый создает? Character skills он нового создает заново надо. Ну, это все логично. Почему он его не отображает? Что за прикола? То есть вот он правильного виджета создает, все хорошо. Его создает, но вот это он не хочет мне показывать. Что за прикола? On screen, давай так, vertical, да, все правильно, fill. Давай auto попробуем. Ага. Ага. Сделав в скроллбоксе этом. Если fill, он не хочет его растягивать, я правильно понял? А почему? Это странно ты работаешь. Так, давай стоп, где-то пикселей 20 отступи. Ауто. Давай horizontal box добавим. Сделаем fill. Что за магия? Почему?
стою на асфальте, в лыжи обуты. То ли лыжи не едут, то ли я. Молодец. Что за фигня? Я не догоняю, почему так происходит. Именно так, как происходит. Ну, вообще нет, давай его сделаем чуть-чуть, там 2 где-то. И слева-справа, кстати, тоже по 20-ке где-то отступить. Ну, допустим, давай так попробуем. Почему? Он даже бордер, дело в том, что не создает. То есть вот мы указали, вот он бордер. А когда мы его делаем, чтобы он fill был, он пуст. А теперь ему нормально. Пуст. Пуст. Он пуст, понимаешь? Он пуст. Он пуст. Мне бордер здесь не нужен. Place with child. Я чуть-чуть не догоняю, как это работает. Почему fill? Вот я же ему сказал fill, то есть заполнить все пространство. Там, правда, пусто и там, поэтому ему непонятно, что такое заполнить. Хотя он до края должен его затянуть. Ибо у него стоит вот заполнение везде. Хорошо. Давай будешь так. Вообще пофигу. Что там оверлей, не оверлей. Подожди. Хорошо, допустим, мы вообще тебя удалим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как тяжело.
Вообще, скорее всего, нам понадобится что-то типа грид панели. Если на то уж пошло. Если мы хотим, чтобы было прям красиво-красиво. И бордер будет у нас здесь. И вот и понеслась, то, что мы тут будем добавлять. Допустим, 2 этих добавили. Я не догоняю. Хорошо, давай последний этот. А где мои 8000? А, это минимальная. Давай хотя бы 2000. Так он не листается. Че толку? Я вообще не догнал, почему это так работает, а не так, как надо. Чуть за приколы. Ну, нам надо канвас, потому что я хочу, чтобы он был, ну, такой рандомный. А канвас это на всю растянуть по-своему, а он уже ниже может идти. Он не совсем канвас должен быть. Блин, а как тогда его делать? Ну ладно, сейчас хотя бы это добавить, чтобы оно работало. Я вообще не понимаю. Ну, я добавил в тебя его. Я в Talent 3 этот сраный добавил Чайлда. Если честно, уже проще тогда этот скроллбокс держать здесь. Чтобы он тут был. А тут просто какой-то... Какой-то.
Talent. Короче, мы, наверное, сюда сейчас просто какой-нибудь горизонтал бокс шлепнем. Бордер обычный. U-бордер. Это будет Talent Reborder. Вот так вот мы его назовем. И вместо этого мы его сейчас подставим. Посмотрим, что будет работать. Нет. Мне кажется, это в нем дело. В скроллбоксе дурацком. U-бордер. Так. Сейчас посмотрим, работает, нет. И на этом на сегодня, наверное, стрим мы закончим. Вот дальше посмотрим. Душнина какая-то, ну, серьезно, еще это он не добавляет его. Это бред бредовый. Теперь все работает. Вот старый он, правда, и пересоздает его. Вот это вот надо будет исправить. То есть, когда мы кликнули сюда, чтобы он его сразу удалил, а не в момент, когда мы нажали на Fury. И как-то так. Как-то так. Подожди, а что там? Так он же прозрачный, да? Этот бордер. А ну-ка, 0.3 добавь. Молодец, 4. Не было его. А, он не отображается ему. А зачем? Правильно, а зачем? Да, что тут добавлял 0.4, 0.5 и так далее. Дурак, что ли, не буду я тебя отображать. Ну, классно работает. Ничего не понятно, очень интересно. Хорошо. Хотя бы этот отображается. То есть, если мы передвинем его сюда. Идем посмотрим. Вот он там внизу. Да. Вот он там внизу. А если мы ее replace with overlay, вот этот overlay, тут же проблема в том, что мы никак не можем его по этому распределить, по местности.
Да. Да. Смотрите, какая история. Вообще здесь не так будет все. Здесь будет что-то типа сайзбокса, в котором скроллбокс, в котором оверлей, и в котором блин, я уже не знаю, что в котором. Просто мы не можем. Дело в том, что как-то ну, можем, конечно, с помощью таких транслейшенов местами их поставить, но это что-то какая-то прям шляпа. Что это такое? Ну и расширить его как-то тоже не очень. Чтобы расширить, это нужно его в Sizebox. Ну, это будет отдельный виджет, понятно, у него там своя будет. Это... Теперь он его не отображает, потому что Sizebox у него не задана эта штука, правильно? Что там по нулям было? Да. 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 Но в этой ситуации мои полномочия все окончено. Ладно, что ж, всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только, там ссылки все в описании. Что-то есть, на что-то нету, и так далее и тому подобное. В общем, всем пока.